Я приветствую тебя, дорогой мой зритель. Этот ролик будет разделен на две части. В первой части я вам, как обычно, расскажу красоту и какие-то интересные моменты в композиции Мистер Кредо Медляк. А во второй части для всех желающих мы сделаем обзор. Но обзор немножечко в другом стиле, нежели обычно мы все привыкли. Здесь не будет табулатур. Здесь будем рассуждать фигурами, как раз то, о чем я говорил в прошлых роликах. И на основании фигур вы сможете не просто изучить эту мелодию, но и немножечко также включиться в сам подбор. То есть у вас будет небольшое поле для экспериментов. Сразу хочу отметить, это не профессиональный обзор, это не профессиональный разбор и тем более профессиональный съем мелодии. Это всего лишь моя интерпретация. Это пример того, как я в голове ощущаю эту мелодию. Возможно, про себя ее пою. И вот тем способом, которым я ее изложил здесь, я ее воспроизвожу, скорее всего, в голове. Опять-таки стоит отметить, что, возможно, я сделал бы эту аранжировку или версию круче, но моих музыкальных знаний недостаточно для того, чтобы сделать очень сложные разборы. Поэтому здесь, как обычно, для новичков, для любителей, для ценителей того звука, который вы сможете создать сами. Прежде чем начать разбор красоты мелодии, давайте сначала я ее постараюсь проиграть, а затем начнем потихонечку рассуждать. Вот такая версия получилась у меня. Это примерно та версия, которую я проигрываю в голове. Я ни в коем случае не сажусь и слово в слово не повторяю с мелодией, потому что я не могу этого позволить себе даже с точки зрения профессионального, что ли, взгляда. Я не знаю тонкостей. В этой композиции я хочу отметить несколько интересных моментов, несколько интересных ключевых аспектов, которые позволяют наслаждаться самим течением мелодии. Если взять вступление, и вот уже здесь можно обратить внимание, как благодаря высоким струнам мелодия, скажем так, обвинчивает нас. Уже на первых этапах мы как будто погружаемся, знаете, так сказать, вот в это течение. Оно, конечно, не супер богатое по каким-то моментам, но эти первые нотки уже заставляют задуматься. Переходя к самому куплету, можно отметить интересный момент, что его сыграть и насладиться можно по-разному. Вот смотрите, одна версия — это когда я буду играть по одной струне. Вторая версия, когда я уже буду добавлять две струны. И вот обратите внимание, насколько уже сочетание этих двух нот каждый раз создают вибрацию. То есть самые первые строчки песни уже заставляют, прям кайфовать реально. Именно поэтому данная мелодия зацепила сразу для подбора, что она прям подхватывает и несет. И дальше интересный момент происходит со способом обыгрывания второй части куплета.
Ну, уже красота, и смотрите дальше. Я захотел сделать вот такой интересный ход, который также повторится потом в проигрыше, в завершении. Там такой будет, по гамме пойдут нотки, и этот момент тоже будет. И посмотрите, как если вот в обычной скорости сыграть. Здесь я усложнил немножечко, еще добавил одну нотку. То есть в прошлой версии было... Я как арпеджио проиграл, а здесь слайдом. И когда куплет уже переходит в свою кульминацию, здесь также есть небольшая пища для размышлений и наслаждения. Вот смотрите, как можно обыграть. Вторая версия, когда чуть-чуть добавляем свободы в пальцах, и вот это вот сочетание звуков также немножечко, знаете, как ласкает слух. Не знаю, как вам, но для меня это красота. Красота, которая позволяет даже на таком уровне уже создать некую, ну не аранжировку пусть, конечно же, но близко к аранжировке. И самое интересное вот в этом исполнении, что каждый раз, когда мы переходим ближе к 12-му ладу, мы создаем это напряжение. То есть каждый может пропеть этот момент по-своему. Где-то спокойно, где-то с эмоцией, где-то покричать прям. И от степени вашего извлечения будет зависеть как раз эмоциональная составляющая. Если мы переходим к припеву, то тут тоже интересный момент. Смотрите, мы сейчас не обращаем на оригинал вообще. Это вот что в голове крутится. Так как здесь нету слов, я могу создать интересный момент в виде пульсации баса, который будет навязывать некий вот такой ритм. Сначала сыграю просто, без него, а потом с постоянным басом. Вот смотрите, простая версия. Да, вроде звучит неплохо. Но так как я играю один без сопровождения, наверное, будет интереснее сыграть версию, которая создает пульсацию. Вот смотрите. То есть вживую, когда ты постоянно играешь, создается ощущение, что тебе хочется прям вот такую поймать волну, знаете, как бы раскачаться. И, наверное, для сольного исполнения, то есть без голоса, это будет лучший вариант, скорее всего, но это на любителя. И вот после этого момента, где вот вам я проиграл, происходит интересный момент, который я получил чисто случайно, когда снимал этот звук, пытался попасть. И я, в общем, случайно создал флажолет. Я его не хотел изначально делать, но когда... И у меня он случайно получился. И вот смотрите, какая красота при этом флажолете и переходе дальше возникает вот в звуке, особенно когда играешь вживую. Вживую ощущается прям, знаете, такое... колокольчик, не колокольчик, но что-то такое вот как бы произошло где-то вот в звуке и продолжилась мелодия. Интересно очень. И завершающий этап этой мелодии я просто взял обычную гамму и почему-то мне так захотелось ее продолжить до бесконечности, но насколько моих знаний хватило, я так и продолжил. И здесь надо постараться сделать как раз таки вот это вот мерцание звука, но оно не всегда получается, я более детально опишу сейчас. Вот она. То есть...
Многие здесь вещи получились абсолютно случайно, как и было сказано в начале. Теоретических знаний у меня нет. Это чисто вот что в голове играет с нескольких попыток. Раз, где-то получается, где-то нет. Но, повторюсь, задача этой мелодии не как под копирку снять все гармонии и прочие там ноты, ходы. Нет, здесь задача сделать так, чтобы мало того, что ты немножечко учился, продолжал учиться, так еще и создать то, что ты вроде как своими руками вытащил и вроде собрал в какую-то цельную мелодию. Это прикольно. Поэтому, скорее всего, для вас будет самой важной рекомендацией, исходя из того, что сейчас произошло здесь, это пробовать. Пробовать подбирать по одной нотке. Сначала по одной нотке, потом добавлять бас по одной нотке баса. Когда-то получится, может быть случайно, может быть осознанно, как в этой мелодии, что сочетание нот в аккорде уже, как специальная фигура, как позиция, о которой сейчас будет в разборе дальше идти речь, уже создает готовый шаблон, готовую фигуру, и вы уже ее обыгрываете. Таких мелодий, к сожалению, немного, но большинство строится по такому же принципу, что иногда аккорды уже готовы для того, чтобы вы могли просто его взять и пальцами правой руки обыграть. Итак, надеюсь, я немножечко зарядил вас этой мелодией, слегка рассказал об особенностях, которые применялись в этом подборе. Я не знаю, как его назвать правильно. Кстати, я вчера еще раз откручивал все струны, убирал и порожек стачивал чуть ниже. Теперь у меня 2 мм на шестой струне и 1,6 где-то на первой. Соответственно, вот сейчас я не могу сильно сыграть бас. Где-то подзвякивать начинает. Но играть стало удобнее, потому что в этой мелодии я стал ощущать немножко сложности, когда подбирал.